Привет! Я сейчас сделаю для вас прогноз на картах Таро Старшие Арканы и на картах Ленорман на тему «Самые лучшие события на 10 дней». Что хорошего по судьбе, что замечательного, и вы сами выберете замечательное событие. Ваш мозг сделает картинку, нарисует эту картинку, сделает кино такое, и события будут исправляться, которые вам мешали жить. Все будет улучшаться, потому что подсознание с вами разговаривает. Это карта часы, дополнительная карта в Ленорман, как раз об этом. Смотрите, здесь будет по всем знакам зодиака, хоть это общий расклад, я работаю только в общем доступе, но он будет вами восприниматься как индивидуальный. Я вас приглашаю к себе в студию, надеюсь, вы приглашаете меня к себе на маленький разговор, что ли, дружеский, да? Первая карта будет для уважаемых огненных знаков, вторая карта будет для уважаемых земных, третья для уважаемых воздушных и четвертая карта для уважаемых водных знаков. Это будут сигнификаторы ваши на сегодня, да? Сигнификаторы, чего ожидать в личной жизни. Вот такие расклады. Это моя личная практика, мой личный метод, потому что я не принимаю лично, я создала, выработала свой метод, наработала его, да, свой метод, где хоть и общий расклад, но индивидуально будет с каждым проигрываться очень четко. И его нужно воспринимать как бесплатную консультацию. Вот и все. Консультации не должны быть платные, потому что в них должно быть расслабление. Когда расслабление есть и отдых мозгу, подсознание впитывает все положительные черты расклада и начинает их выполнять. Итак, давайте будем сегодня с водных начинать. Да, потому что часто мы начинаем с огненных. А как узнать свою карту? Вы знаете зодиакальный круг, наверное, да? И он идет так. Овен — представитель огненных, хотя это для всех огненных знаков, для овнов, львов и стрельцов. Последующий по зодиакальному кругу телец. И он представляет сигнификацию земных знаков. Но эта карта для всех земных знаков. И это тельцы, девы и козероги. Следующий по зодиакальному кругу это воздушные знаки. И здесь карта представлена вот это. А по кругу это близнецы, как бы намек вам, да? Овен, телец, близнецы, так намек. И здесь представлены будут все воздушные знаки, а это близнецы, весы и водолеи. И последняя карта для водных знаков, и она представлена раком. Овен, телец, близнецы, рак. Вот и так идет, чтобы вы не ошиблись, да? Вот это для вас, это рыбы, скорпионы и раки. Я хочу напомнить, что можно смотреть по Солнцу, асценденту или по другим планетам основным, которые могут быть в этих знаках. То есть лучше смотреть весь расклад. Если вы не знаете свои космограммы, не знаете свою натальную карту, ничего страшного, смотрите весь расклад. Вот и все, потому что у вас наверняка, не наверняка, а 100%, да, я астролог профессиональный, я даже обучаю астрологии. У вас обязательно будет там происходить дела всякие, да, в вашу пользу нужно смотреть обязательно. Дорогие, сегодня раскладываю на новом таком материале. Он еще немножко у меня не разгладился. Это Гортекс. Это очень дорогой, классный материал. Все дорогое для вас, дорогие, потому что вы дорогие мои. Это очень классный материал. Он вообще не промокает и дышит. Вот. Это не клеенка, это Гортекс, если кто знает. Но он просто не разгладился, его гладить нельзя, поэтому прошу прощения за небольшие вот такие погрешности. Дорогие, гора вышла водным знаком. Это какая-то гора между вами и вашим любимым человеком возникла. Что-то за гора, дорогие мои. Что-то за проблема. А вы что, не разговаривали давно? Нарушена коммуникация, нарушено общение между вами и вашим родным, дорогим человеком. Карты сами прыгают сегодня в доме. Когда вы приходите домой, он приходит домой, вы молчите. Это может быть ваш любимый или может быть ваша мама, кто-то, с которым вы в оппозиции находитесь именно сейчас, кто-то из домашних. Но карта тоже дом — это защита, так что ваши отношения должны выровняться, выправиться в это время, да.
Но эти 10 дней должны выровняться, выправиться. Ну вот ключевое событие произойдет. Вы помиритесь. Если это любимый человек, вы с ним помиритесь. Уже все, заканчивается эта война, и вы миритесь. По этому раскладу, да, все прекрасно идет. А сейчас открою сигнификатор ваш, чтобы получить более глубокие сведения о вас. Это карта Иерофант. Я только прямые, конечно, смотрю, старшие арканы. В этих рамках, конечно, вы из этой пары, что вы, кто-то поссорился, вы самый умный. Как говорит народная поговорка, самый умный делает первый шаг к примирению, да. Вы самый умный. Вы будете делать шаг к примирению обязательно. Вы тот человек, который все наладит. У вас очень много ума. Здесь у Иерофанта трехъярусная колонна. Как бы для тех, кто не понял, да, не просто корона, а из трех таких ярусов. То есть вы можете все взвесить, проанализировать, вы можете сделать вывод. Вы очень мудрый человек, очень мудрый, духовный и мудрый вместе. И многие из ваших родственников вообще не знают, куда они идут. Они не знают, как с деньгами распоряжаться. Это могут быть ваши дети или родители. Даже ваш любимый человек, может, он знает, как зарабатывать, но как с ними быть, он не знает. Поэтому они могут у него или лежать на маленьких процентах, или вообще лежать дома, извините, да. Потому что он совершенно не умеет инвестировать, не умеет распоряжаться с деньгами. Он может зарабатывать или будет в будущем, потому что умный, рукастый, умный, но у него комплекс бедности, он не знает, как поступать с тем, что он заработал. Это тоже может быть вы, не только он, да. Так что здесь проигрываться будут разные варианты. Вот в этом проблема в основном в том, что два родственника есть. Может быть, мама и ваш сын или дочь, либо же отец, мама и ваш любимый человек. Если мужчина, все наоборот переверните, пожалуйста. Человек, который не знает, как заработать денег, либо же не знает, куда их приткнуть. Да? Два ключа. Власть у вас. Вы найдете дорогу. Вы найдете дорогу. Здесь вот и на отношения. Вы помиритесь, в доме будет мир, ключевой мир в доме, и война прекратится. И денежно к вам обратится кто-то за помощью. Карта тучи, она мне тоже говорит о том, что кто-то хмурится, все равно продолжает кто-то хмуриться. Кто же это на вас хмурится? Может, это обстоятельства или человек? Пришло какое-то письмо, которое вас не обрадовало, или же это может быть письмо, которое не пришло, вы ожидали письма и не пришло оно, поэтому вы хмуритесь. У вас какая-то грусть, печаль, тоска, да, именно у вас. Будут ли улучшения? Ну, конечно же, это карта компас, вы найдете выход. Вы найдете выход из ситуации, и у вас будут улучшения. Я хочу спросить о здоровье. Очень крепкое здоровье. Лилия очень хорошая карта. Это карта прекрасного самочувствия. Если вы болели, что-то вас тревожило, было плохое самочувствие, Лилия говорит, все изменится со знаком плюс. Все будет хорошо. У вас прекрасное самочувствие будет. Прекрасное самочувствие. Это можете не переживать. Карьера, деньги. Будут какие-то переговоры вестись. У многих, кто потерял работу, вот переговоры будут насчет новой работы. Это очень красивая карта совы, да. У вас будут новые переговоры насчет работы. Карьера, деньги для тех, кто имеет работу. Карта совы говорит, вы проявите какую-то инициацию, что-то сделаете то, что начальник заметит. Главное, вот свой ум не прячьте. Вы же иерофант, правда? И в деньгах пойдет прорыв, когда вы не будете бояться, вдруг я глупый. Но это все детские заморочки, да. Если такая мысль приходит, она внутренняя, она может быть даже вашим собственным голосом, но это мысль ваших предков, что а вдруг я глупый, хуже других. Нет, вы очень умный человек, и будете зарабатывать своим умом. Вот эти 10 дней вы научитесь рационально использовать мозг. Мозг, вообще-то, он не всегда в самой лучшей форме, только несколько часов в день. Остальные часы нужно отдыхать. И у вас будет возможность отдохнуть. Я тоже здесь вижу сексуальную близость с вашим любимым. Наконец-то у вас будет близость. Настанет время, наконец-то, близости. Он будет восхищен вами в полном смысле этого слова. И уйдут ваши сомнения по поводу него.
И я здесь вижу встречу с ключевым человеком. Это может быть женщина или мужчина. У вас будет интересная встреча за эти дни. И компас показывает, что это человек, которого вы встретите, не пропустите его, потому что он может сыграть очень важную, нужную в жизни вашей роль. Очень важную, нужную роль, особенно для вашего дома. Это может быть какой-то советник или вот случайная встреча, которая приведет к удачному сотрудничеству. Я буду забирать карты Ленорман. И я сегодня использую одну колоду, поэтому я ее буду готовить тщательно. Для следующих знаков по кругу мы идем наоборот, то есть рекарнированный круг. Кстати, в астрологии, кто не знает, многие не знают, потому что все популярное на YouTube астрология, дорогие мои. Дома по солнечному знаку это чистый абсурд. Вот. И кто не знает, в настоящей профессиональной астрологии это вот такой есть круг, да, слева направо, а справа налево это рекарнированный круг. И он показывает совершенно другие аспекты жизни. А карта открыта, значит, мы закончили для водных. Я просто прорезюмирую, пока карты перемешиваю очень тщательно. У вас водные знаки хорошее время, спокойное время, когда примирение происходит с милым человеком, когда в семье настает вот взаимопонимание, и все идет как-то мягче, что вы можете расслабиться и не напрягать голову тогда, когда ей следует отдыхать. До сих пор было так, вроде голове нужно отдохнуть, а вас же одолевают сомнения насчет него, насчет матери и так далее. И у вас печет, голова запекает. Это очень плохо для здоровья. Да и вообще даже не можете правильные решения принимать. Но в последующие 10 дней этого всего не будет. Вы встретите людей, которые вам помогут. Вот заметьте, один будет мужчина постарше и женщина тоже будет, которые будут вам давать советы. У вас, может быть, если вы работу вдруг потеряли, для тех, кто потеряли, это переговоры, совы вышли, продуктивные переговоры. Если работа есть, не стесняйтесь заявить, что вы знаете, как сделать тот или другой проект. Не стесняйтесь сказать свои идеи. Не думайте, что они у вас вот такие никакие. Ваши идеи, они будут замечены начальством. Да? Я вижу спокойное время, когда отдыхает голова, и все получается хорошо. Эта карта открыта, значит, мы закончили для водных знаков. Следующие знаки вот здесь. Это будут знаки воздушные. Что будет самого значительного на будущей неделе? Самого значительного. Касаться будет семьи. Самое значительное это дерево, да, семейная карта, карта родовая, касательно вашего рода, ваших предков, родителей, бабушек и так далее, до 7-го колена, конечно, так глубоко. И тоже ваших детей. В основном дела семейные. Семейные дела будут занимать вас. Карта звезда, вот то, что вы хотели для своей семьи, сбудется. Например, вы хотели, чтобы сын выехал и стал самостоятельным, так произойдет. Вы хотели бы, чтобы там сын бросил пить, так произойдет. Хотели бы, чтобы с дочерью помирились и наконец-то больше из-за внуков не ругались там или из-за ее мужа. Часто у людей муж, ее муж тоже выровняется. Короче, сбудутся желания касательно семьи. Может быть, вы получите наследство, может быть, вы въедете в отцовский дом, например, да, отец переехал где-то, он переехал в какую-то меньшую квартиру. В общем, сбудется мечта относительно семьи. И еще карта Лиса, она подтверждает этот прогноз, она говорит, каждый пойдет своей дорогой, каждый будет умный, каждый пойдет своей дорогой. И, наконец, все устаканится, все организуется в семье вашей большой. Что будет с любовью? Ой, какая хорошая карта. Вот эта карта, она дополнительная в Ленорман. Она говорит, послушайте, если у вас никого нет, это такое время, магнит. Магнит Вселенной притягивает к вам, высшие силы притягивают интересных мужчин. И не обязательно, что первый мужчина будет он, да, он. Он может быть даже третий. Понимаете, а может и 9 даже, карта 39. Дело все в том, что мы часто не понимаем, что когда мы идем в обувный магазин, первые туфли, которые мы меряем, они, в очень редких случаях сразу
нам fit as a glove, подходит как перчатка, и мы будем их покупать. Скорее всего, придется перемерить целую кучу туфель, или, может быть, пройтись по другим магазинам, сделать такой window shopping, такую shopping therapy, терапию шопинга. А почему-то, когда мужчину ищем, мы думаем, первый попавшийся должен быть. Вот Лена уже сказала, что будет, значит, первый попавшийся. Это только лишь разминка, дорогие мои, первый попавшийся, да? Нужно 3 или 9 пройти мужчин. Не стесняйтесь, не бойтесь, сделайте это точно так же, как window shopping, как будто вы ищете туфли с наслаждением. Разные люди, интересно. Но если у вас нет мужчины, это вот такой шанс дает Вселенная огромный. Если вы в отношениях, что скажут карты? Это примирение. Это карта Солнца. Если вы в отношениях, сексуальность, да, радость, вот он вас обрадует, купит вам куда-то путевку, сделает вам предложение, обрадует вас, обнимет, поцелует, обрадует, приготовит вам ужин при свечах, пригласит вас в кино, в ресторан, где-то, где вам хочется, поедет с вами куда-то, он вас обрадует. Это примирение, если в ссоре, это очень хорошая карта радости вышла вам, хорошая карта. Теперь посмотрим сигнификатор ваш. Ну, умеренность. Прекрасная карта, да. Для вас, уважаемые воздушные знаки, этот период на 10 дней будет полон возможностей. Это ангельская защита от самого архангела Михаила, который взвешивает вас на весах жизни и находит вас очень даже благородным и ценным человеком, потому что он сам здесь выпал, для того, чтобы ваши мечты свершались. Дорога ведет к короне, к победе. И он хотел бы, чтобы вы прочувствовали ситуацию. Каждый раз маленькие движения делали выпрямлять ситуацию. Немного больше воды, немного больше сухости. Я так говорю с вами терминами алхимика. Надеюсь, вы понимаете меня. Чувственность, да? Победа не за горами. Это ирисы об этом. И в основном эта карта говорит о мужских качествах, поэтому, во-первых, ваш мужчина будет обладать сильными мужскими качествами, ну а второе, самое главное, что вам нужно иметь эти мужские качества, потому что треугольник вверх с треугольником, это мужское ваше качество в сердце. То есть вот меньше эмоций, больше прохлады, да? Больше прохлады, ведь многие не знают, что вообще такое стихии. Мы говорим, например, стихия, это не стихия вода, но вот здесь была вода, но стихия вода отвечает за чувства, на этой карте есть вода, да. Окей, но по алхимии и эзотерике вода обладает вот такими качествами, она влажная и холодная. А люди не понимают, они думают, что водная стихия это горячее чувство, но нет. Это влажность, это много чувств, но прохладное, охлаждение чувств, да. Это эзотерический закон стихии вода. Так что здесь вода, понимаете, потому что он же переливает ваши чувства из чаши в чашу, то есть это переливаются чувства, взвешиваются они постоянно логическим путем, то есть вода холодная по эзотерике. Поменьше жару, побольше головы. В голове солнце, знак солнца в голове, это круг с точкой. Поменьше жару, побольше головы, и все у вас будет замечательно, уважаемые воздушные. Вот эта карта собаки, она говорит о очень удачных финансах. Мы сейчас перешли на финансы. Очень удачные финансы, дружелюбность в финансах. Не тратьте большие деньги. Вот за это время, эти 10 дней, лучше попридержите большие деньги, и все на вашей стороне, у вас будет достаточно для крупной покупки. Просто ее держите в ящичке, да. Лучше, конечно, где-то надежно. Деньги, работа еще. Смотрите, интернет, да, или же какие-то знания. Вы получите новые знания, которые приведут вас к тому, что у вас вот книга, это книга доходов, да, и расходов. Доходы это как по собаке идут, расходы по этой карте гроб. То есть прячьте пока все в коробочку, не тратьте много, потому что денег-то у вас достаточно. Все, и здесь речь идет только о приоритетах. Финансы, еще одна карта. Вот, смотрите. Ух ты, вы найдете то, что хотите. Это тоже работа. Финансы, работа, один поток. Конечно, всадник, вы найдете то, что вы хотите. Вы найдете свою звезду насчет работы.
Понимаете, не сидите на безденежной работе, даже если она приятна. Многие мне пишут: я люблю свою работу, но она денег не приносит. Тогда не называйте это работой. Если вы готовы 8 часов в сутки ходить туда, где это хобби, пожалуйста, будет у вас хобби. А хотите зарабатывать, бросайте эту неденежную работу. Это, кстати, другой уровень, пройду здесь по карте гроб. Оставьте ее, будет дружелюбная новая работа с большим доходом. Это как ваше портмоне. Портмоне на замке, там много чего есть. Здорово. Здорово. Самочувствие. Клевер, легкое самочувствие, легкая диета. Вам рекомендуется легкая диета. Это, ну, если вы едите мясо, почему нет? Легкое мясо, курица, индюк, вот такое легкое мясо, да, не красное. В эти 10 дней попробуйте воздержаться от красного мяса. Если вы мясо не едите, это рыба тоже, легкая рыба, да. Ну, рыба, в принципе, вся легкая. Побольше овощей. Вот здесь диета, легкая диета. Вам нужно похудеть, немножко сбросить вес. И вы сможете это сделать. Когда вы сбросите вес, вы будете себя лучше чувствовать. Особенно ваше сердце, ему будет легче перекачивать кровь. Понимаете? Когда тяжелый вес, очень тяжело сердцу работать. Вот эта карта нервов. Луна, да? Не нервничайте. Вот. Карта лечебная. Просто, как вы спросите, как не нервничать? Просто посмотрите на карту. Карта лечит только тех людей, которые просто на нее смотрят без нагрузки, без предрассудков и без вот такого зажима. Понимаете? Просто смотрите на нее, она будет для вас лечебная. Так что нервы подлечатся, будет легкое состояние духа. Собираю для вас, уважаемые мои, воздушные знаки и сделаю резюме. Я очень рада, что по финансам вышли очень хорошие карты. Перемены к лучшему в работе, потому что всадник. Я рада, что в семье у вас будет хорошо. И я вижу возможности для примирения с человеком, потому что солнце, оно иначе не показывает. Это самая лучшая карта в колоде солнца. И еще возможности встретить новую любовь для тех, кто ее ищет. Сейчас я буду карты перемешивать. Я перейду на другую сторону. Это одним видео снято все. Просто у меня есть возможность здесь переходить. Вот эти знаки мы прошли. Воздушные, водные. А колоду мне, конечно, нужно тщательно подготовить, потому что я сегодня использую одну колоду. Для уважаемых земных знаков. Посмотрим 4 главные сферы. Это любовь, семья, финансы и здоровье для вас. 4 основные сферы. Начнем со сферы семья. А там будет видно, как пойдет. Да? Итак, сфера семья. У вас была ссора, семейная ссора. И потому что не было понятно, каждый хотел чего-то для себя, у каждого, кто поссорился, был свой план. И даже у кого-то был план, что сам себе выгоду искал, а кто-то хотел другому помочь. И этот кто-то, кто хотел другому помочь, скорее всего, вы. Вот недопонимание. Это не сильная ссора, недопонимание. Из-за бумаг, из-за каких-то бумаг, скорее всего, была ссора, может, наследство. А может быть, вы недовольны, что сын хочет на ней жениться, да, или недовольны своим зятем некоторые. Из-за бумаг, может быть, например, вы встретили мужчину, и он на вас не женится, дети недовольны, толкают вас куда-то. Что-то такое из-за бумаг. Может, родители, наследственные бумаги, или же их нужно оформлять, какие-то пенсионные фонды. Что-то связано с бумагами, дети в школу, прививки. Вот, в общем, ссоры были, семейные конфликты были. А мужчина здесь, конечно, был он очень stubborn, да, твердый, не сходил с своих позиций, ругался, скандалил, скорее всего. Из-за мужчины, кстати, тоже могла быть ссора. Например, ваша дочь, не нравится ее молодой человек, из-за какого-то мужчины была ссора. Смотрите, есть секрет в этом какой-то, да. Когда мы ссоримся с друг другом, мы находим многие свои стороны, о которых мы не знали раньше. Мы себя можем изучать в ссоре. Мы можем понимать, что, ну, конечно, на ссоре ничего не построишь. Ссора – это всегда тоже место силы. Вот этот
эта карта колодец, очень глубокая карта. Она говорит, что это было ваше место силы. Вы не волнуйтесь из-за этой ссоры. Всего лишь небольшая она, потому что тучи, лишь такая карта. Все остальные карты очень хорошие. Если вы поссорились с мужчиной в вашем доме, вы с ним помиритесь обязательно. Сейчас я возьму на отношения. Будет одна карта для тех, кто или одинок, или в паре. Эта карта все равно проиграется с вами. Вообще даже смешно брать разные карты, да? Проиграется с каждым человеком по-своему. Но посмотрите, это как у всех у нас разные, на вид одинаковые отпечатки пальцев, но нет двух одинаковых, понимаете? Так, эта карта на вид, окей, эта карта кольцо, ну что, ну да, кольцо. Но у каждого из вас это кольцо в подсознании имеет другое кольцо, которое притянет это. А то кольцо, которое в вашем подсознании, то есть символ кольца, он свойственен только вам, вашей ситуации, развитию вашего рода. Потому что вами управляет подсознание, а оно понимает только символы. Это ваш мозг. Мозг работает только по принципу новых картинок символических, да? Картинок. Мозг рисует картинки. Поэтому одна карта. Если вы ищете мужчину, сами понимаете, кольцо, значит, найдете. Еще и будет вас любить. Он даст вам кольцо. Вы найдете мужчину, который ищет женщину для жизни, для счастья. Если вы в отношениях не знаете, даст он вам кольцо или нет, он готовит его. Понимаете? Он готовит то, что сделает то, что он обещал. Он даст вам кольцо. Если вы поссорились, кольцо говорит, что он помирится с вами, он сделает первый шаг, он выполнит свое обязательство. И тоже, знаете, кольцо семейная карта, потому что это туз треф здесь. Треф это семья как бизнес. Все, а туз это начало семьи. Кто-то мне сказал, что игральная карта на картах Ленорман просто так. Послушайте, на карте ничего нет просто так. А если возьмете астромифологическую колоду Ленорман, там вообще столько всего, и все не просто так. На картах ничего нет просто так. У меня даже есть курс специальный по игральным картам в Ленорман. Вы что? Каждая деталь на карте вам дает столько информации. Ничего нет просто так. А сейчас посмотрю ваши финансы, но перед этим мы откроем ваш сигнификатор. Смотрю только перевернутое здесь, и это Верховная Жрица. Мужчина вы или женщина, вы Верховная Жрица. А это человек, который владеет секретом средней дороги между опасностью и между тем, когда все как бы на произвол судьбы, да? Когда опасность или ничего не делаем. Белая колонна вообще кто-то за нас что-то делает, а черная колонна это опасные дороги. А вы владеете секретом, как между этими колоннами пройти как будто по заминированному полю и выйти на свет Божий. И вы понимаете, что все в жизни это перемены. Вы понимаете, что главный смысл бытия на Земле это перемены. У вас здесь Луна в разных фазах, об этом свидетельствует. Вы созрели достаточно, поэтому как называется, фига по-русски, не имбирь, нет, по-другому. Имбирь это джинджер. Ой, знаете, я же знаю это слово, но вы видите, да? Вспомню, скажу. Я знаю это слово, выскочило. Вы владеете секретом, что все в жизни меняется. Вы умная, у вас Тора в руке. Тора это просто символ, это не то, что вы только к одной религии относитесь. Нет, вообще карты, они эзотерические, а эзотерика это религия без... Это как религия, это лучше, это глубже. Без традиционного культурного наследия той или другой страны, да. И у вас нога, кстати, на Rider-Waite там видно, что нога держит Луну. То есть вы держите пульс, на пульсе свою руку. Вы владеете секретом, все меняется. И я нахожу средний путь. Каждый раз выправлять ситуацию. Вот секрет среднего пути, он особенно нужен в финансах. Потому что как у людей получаются большие деньги? Когда они чувствуют момент, где потратить, где заработать, как свои услуги продать должным образом, чтобы вы не были в убытке, а чтобы вы были в выигрыше, чтобы ваш труд был по-настоящему и достойно оценен. Это карта новизны. К вам будут приходить новые деньги. К вам будут приходить новые деньги. Это очень хорошо. И они будут приходить в результате того, что вы будете очень умная. Свои секреты, конечно, вы держите
тайне. Двойка – это умение быть помощником своим клиентам, потому что Верховная Жрица, вторая карта. Вот эта карта выигрыша, фортуны. Она говорит, что вы просто выиграете путь к деньгам. Кто-то выиграет, может, в лотерею, но это не самый лучший вид заработка. Кто-то выиграет тем, что найдет лучшую работу, или же его повысят. Кто-то выиграет тем, что не побоится переехать в другой город, перейти на новое предприятие для нового заработка. Деньги и карьера. Мужчина ваш будет лучше зарабатывать. Новый заработок для мужчины. Или это новый мужчина с лучшим заработком, который даст вам кольцо. Карты Ленорман считаются как предложение. Деньги, карьера. А вообще карта мостов. Вы будете наводить мосты с нужными вам людьми. Вы будете наводить мосты для заработка с нужными вам людьми. И будут приходить новые деньги, как будто сами по себе, даже по колесу фортуны. В принципе, 39-я карта это она означает. А теперь я посмотрю самочувствие. 33-я карта ключ. Хорошая. Ключ – это нужная дверь, вы будете открывать. Вы будете чувствовать тонко ситуацию. Ключ – это глубоко магическая карта. Во-первых, это ангельская защита от негатива. Во-вторых, ключ говорит о том, что вы будете знать, когда отдыхать, когда работать, что есть, когда есть. Ведь не самое главное, что есть, а самое важное, когда есть. Понимаете? Когда-то какая-то балерина сказала, ее спросили, а вы тортики любите, вообще вам можно? Она говорит, можно все. И там секрет был, но она, конечно, не озвучила его так, резюме, как я сейчас вам говорю, потому что я разбираюсь в этих вещах, да. Главное, когда она эти тортики ест. Если съели тортик, какое-то время ничего больше нельзя. Какое-то время, пока вы энергию тортика не отработаете. То есть в нужное время нужную еду, в нужное время нужный свежий воздух, в нужное время нужные лекарства, если кому-то не нужны, и хорошее самочувствие. А вам лучше, конечно, развлечься. Вот и все. Корабль – это не только путешествие, это развлечение. Мозг нужно развлекать. Вообще, все тело человека для того, чтобы кормить мозг. Понимаете? Живой человек, когда он может, у него память есть. Так что вам нужно, конечно, развлекаться. А для кого-то это и поездка. Сегодня такие огромные, роскошные расклады. Вам можно, конечно, и в путешествие. Ух ты, звезда. Или звезды по Ленорман, да, конечно, в путешествие. На 7 дней хорошо, или на 2 недели. Это идеально будет. Путешествие прекрасно, прекрасно пойдет. 2 карты мужчины вышло, может путешествие с мужчиной. Да, карты гадают. Правда же? Путешествие с мужчиной, потому что чувство, рыба – это чувство и деньги. И не зря в Ленорман так. Кстати, вот люди, вот такие простые люди во Франции, да, придумали эти символы, потому что они были сделаны из гадания на чае. Сама мадам Ленорман вообще гадала на игральных картах. А это вот в ее время создали такие шикарнейшие карты. И как будто эти люди знали самые глубокие законы эзотерики, что канал денег и любви – это один и тот же канал. Поэтому рыбы – это деньги и любовь. У вас будет достаточно денег для путешествия, очень важного в вашей жизни, которое перевернет вашу жизнь и даст вам свежесть восприятия жизни, то путешествие, о котором вы давно мечтаете. Так классно вышло для земных знаков, я очень рада. Я теперь собираю все. Здесь было все ясно, правда, все очень детально, подробно, все было ясно. И тогда Верховная Жрица – это ваш сигнификатор, ангел-хранитель. Она идет нам сюда. Это вообще карта Луны. Луна как часть Бога. Вообще Бог в эзотерике – это 7 главных архетипов. Солнце, Луна и так далее. Луна – это второй архетип Бога. Это как Бог-Мать. И это ваш ангел-хранитель. Если вы видите здесь карту Иерофант, это Бог как Юпитер. Для уважаемых водных знаков был Бог как Юпитер, Архангел Михаил для воздушных и для земных Луна, как Бог-Мать. Представляете, да, как классно? Поэтому нужно обязательно мои расклады смотреть все абсолютно
Все абсолютно знаки, поскольку в каждом знаке у вас что-то происходит. Нельзя сказать, что в каком-то знаке чего-то нет. Если там нет планеты, так может быть это обитель какой-то планеты, да, все равно учитывается все при чтении натала. Я натальные карты больше не читаю индивидуально, поскольку у меня просто на это нет времени, но я вас могу научить считать. У меня есть курс по астрологии. Смотрим вначале семью. И вышла семейная карта. Аисты — это семейная карта, понимаете? У вас будут перемены со знаком плюс в вашей семье. Какой-то будет сексуальный партнер в семье. Или, может быть, у дочери сексуальный партнер новый появится, но она уже взрослая, да, у вас? Или у сына. Да, действительно. Я подумала, а вдруг это ссоры? Нет, не ссоры, потому что вышла карта собака. Это совсем не ссоры. Это уборка в доме, это ремонт в доме, потому что аисты, плетки и собака. Это ремонт в доме, уборка в доме, перестановка мебели, переезд в другой дом. Аист — это смена семейных обстоятельств. Это очень хороший расклад. Это то, что освежит вас, да, свежая краска на стенах или свежие стены вообще для тех, кто переедет в свежий дом. Это очень хорошо для вас будет. Вы будете счастливы в этом. Вам понравится новый ремонт или понравится новый дом. Это тоже мир в семье. Чистая карма, очищение обстоятельств, чистка дома, эзотерическая чистка дома. Смотрим любовь. Здесь мы смотрим огненные знаки. Огненные знаки. Смотрите, родственная душа. Карта дерева вышла на любовь. И, конечно, эта карта сигнифицирует как новые отношения, так и в которых вы уже есть. Потому что дело не в карте, а суть в ваших обстоятельствах. Любая карта работает с вашими обстоятельствами, да? Итак, если вы встретите мужчину, ищите на вас похожего. Ну, бывают люди похожи друг на друга, да, примерно такая же конституция у него, такой же вот, не то, что вы худышка, он толстый, нет, это вот если вы худышка и он стройный, если вы пополнее, такая симпатичная пышечка, и он будет симпатичная пышечка, да, и те и другие люди красивые. У него такие интересы, как и у вас будут по карте дерева, даже вот, может быть, вы с одной национальности будете, да, культурные корни одинаковые. И сразу друг друга узнаете как родственную душу. Если вы поссорились, ну как вы думаете на карте, что здесь? Радуга, конечно, да, это примирение. Радуга — это символ примирения. Не зря же после земного потопа, всемирного потопа, для Ноя показана была радуга и голубь. Это символ примирения. Так что вы помиритесь, если вы с ним поссорились, с вашим любимым. Карта тучи говорит что-то вы не знаете чего-то. Карты сейчас скажут, что. Вот, теперь понятно. Тучи и букет. Вам кажется, что вы полная. Многим, что сейчас смотрит. Туча — это тучность, да, и букет — внешность. Вам кажется, что вы полная, поэтому вы не можете встретить себе половинку. Вообще выбросите из головы. Если вы будете пользоваться своей полнотой как asset, как ваше преимущество, вы увидите, что отбоя от мужчин не будет. Мужчины вообще предпочитают полных женщин. Если вы поссорились с ними из-за того, что вы его подозревали в чем-то, да, здесь букет от кого-то. А ну-ка. Вот видите, ваши сомнения сделали какое-то препятствие. А ну-ка, возьмем еще. Примените мудрость, у него никого нет. Здесь нужна ваша мудрость. Все в порядке, будет мир и будет очень хорошее время. Воспользуйтесь тем, что вам вышла карта дерева. У него нет никого, поскольку все закончилось тем, что сердце успокоится картой совы. Это ваша мудрость. А теперь я буду смотреть финансы, но перед финансами я возьму, какой сигнификатор у вас был. Карта влюбленные. Лучше не придумаешь. Уважаемые огненные знаки. Переход на новый уровень в отношениях. Не зря вы поссорились, потому что нужен был переход. А переход всегда, он идет всегда с напряжением и всегда с катаклизмами небольшими, да? Переход на новые отношения, новый уровень. Для кого-то это встреча любимого, знаменательная. Смотрите, мужчина смотрит на женщину здесь, потому что он вас найдет.
он первый вас найдет, или он первый примиряться с вами будет, да. А женщина смотрит на ангела. То есть вы получаете ум от высших сил, поддержку от высших сил. За ним дерево жизни. Он готов зарабатывать для вас. Он готов все делать для вас. Не сомневайтесь в нем, пожалуйста. Вы для него звезда. А за вами дерево познания. И через этот расклад вы познаете эту истину. И ваш брак, или ваш союз, или вашу встречу благословляет Архангел Михаил. И Солнце – это успех в отношениях. Но дело все в том, что эта карта ведь не только для отношений, она тоже и для семьи. Она говорит, что будет новый уровень взаимопонимания. Она для финансов – это новая возможность заработать. Карты гадают, вы поняли, да? При вас достаю, конечно, как обычно. Здорово, правда? Карта ребенок. Я сказала, новый уровень заработать. И на самом деле карта влюбленная об этом. Новый уровень любви. Любовь может быть к человеку, к обстоятельствам, к работе, к карьере, к чему угодно. Это все любовь. И это новая любовь. Деньги новые. Новые возможности. Карта гора показывает, что будет защита от высших сил. Гора – это стабильный бизнес. В этом раскладе именно, потому что две хорошие карты, да, и тогда карта гора становится хорошей картой. Это защита высших сил от мужчины. Мужчина как гора, как скала ваша. Мужчина как скала. Он живет для вас. Посмотрите, какой красавец. Он живет для вас, он зарабатывает для вас. Он найдет возможность сделать вас счастливой, найдет пути для этого. И будет наводить мосты, если вы поссорились. Карта мосты. Он обязательно будет наводить мосты, если вы с ним поссорились. Но в основном расклад касается денег и карьеры. Это может быть босс, который вас будет защищать. Это может быть новая работа с мужчиной. Или требуются ваши мужские качества для поиска новой работы, не сходить со своего пути. То есть быть больше как вот мужчина, да, без всяких этих женских штучек. Они вам не понадобятся в поиске новой работы. Так что не волнуйтесь, как вы выглядите. Ну, чистенько, аккуратненько, этого достаточно будет. На интервью проявляйте мужские качества. Наводите мосты, и у вас будет заработок. Класс. Смотрим теперь на самочувствие. Карта гроб. Вообще не волнуйтесь, умоляю вас. Дело в том, что могут быть какие-то либо наследственные болезни, но это тоже указывает, что может быть влияние ваших предков на то, что вы очень переживаете о чем-то в вашей жизни. Нервы больные, да, нервы больные. Гроб – это страхи. Страхи мешают вашему здоровью. Вообще страхи делают так, что сосуды становятся зажатые, да, плохое кровообращение, головные боли. Страхи делают то, что человек идет к холодильнику, он ест для того, чтобы использовать еду как медикамент, как лекарство, вместо того, чтобы использовать еду, чтобы утолить голод. И ваша ситуация такая, что вы что-то делаете не так. Страхи вас гонят, чтобы использовать алкоголь как медикамент. А если вы используете алкоголь как медикамент, он может убить. Просто предупреждаю, да? Вот. Так что смотрите. Вами управляют ваши страхи. Что касается самочувствия. Пришло время. Это карта часы. У меня тоже такие часы есть. Понимаете, пришло время. Пришло время вам подумать об этом, что don't sweat over small things. Sweat – это не потей, small – маленькие, things – дела. Понимаете? Просто живите и не потейте об этом, потому что толку в этом вообще мало, только потери здоровья. Так что здесь очень серьезно. Но вот вы сейчас меня услышали, и у вас все будет хорошо, потому что это карта клевер. Вы услышали, и вы из-за тяжесть уйдет, станет легкость. Карта клевер – это легкость, а карта гроб, конечно, тяжесть, да? Поэтому тяжесть уйдет, и будет легкость. Понимаете, карты – это целители. Здесь их всех так много, все целители.
Они помогают просто увидеть. Подсознание все, что оно хочет увидеть лекарство. Это символ лекарства, это эзотерическая гомеопатия, то, что я делаю. Это мой метод, уникальный. Из предсказателей я только одна гомеопат на всем YouTube, наверное, и русскоговорящим, и англоговорящим. Так что доверьтесь, пожалуйста. Это мой метод исцеления по картам. Карты все целители. И от тяжести уйдет, будет легкость. Понимаете? Еще одну карту берем. А это карта бумаг каких-то. И это будут хорошие бумаги. Это какие-то сертификаты, что вы здоровы, у вас все в порядке. Очень хорошие бумаги. Карта тоже приятных новостей. О том, что у вас вот кровь стала лучше, да, поправилась, холестерин ушел от того, что вы вот успокоились. Холестерин, кстати, от страха часто бывает, да, недостаточно файбер, например, недостаточно клетчатки. И не только наследственно, не только. Так что берегите себя. Муля, не нервируй меня, я люблю это сказать. Берегите себя. Сейчас я буду расклад собирать литургически, потому что сборка расклада – это часть священнодействия, которым я занимаюсь. Это не реклама моих услуг, дорогие. Пожалуйста, не спрашивайте, принимаю ли я. И, пожалуйста, не пишите мне, сделайте исключение. Я просто не в состоянии успеть это все сделать, да. Поэтому общие расклады, они лечат и помогают. Я тоже делаю чистки, чтобы вообще вытягивать дальше, если нужно что-то. Понимаете, диагностика негатива – это выброс ваших денег. На всех есть негатив. На всех. Всем нужно чиститься. Или же чистки от мастера – это тоже выброс ваших, личные чистки, я имею в виду, выброс ваших денег. Поскольку только вы можете в свое пространство войти, себя вычистить, да? Мастер убирает только внешний негатив. И это я делаю на бесплатных чистках. Так что обращайтесь на мой канал чистки. У меня есть тоже, кстати, 2 новых канала. Это здоровый образ жизни и упражнения. Там нет карт, там вы меня видите, мое лицо и так далее. Тоже видите Николая теперь. Это мой партнер или мой муж. Дорогие, можно, конечно, сделать донат, то есть быть меценатом моей работы. Это можно сделать на моем сайте. Переход есть под каждым видео на сайт. Нажмите, перейдите. Если есть у вас $1 или 2 в месяц, я больше чем счастлива буду, если вы поддержите мою работу. И там же я для вас всегда в благодарность что-то интересненькое напечатаю в эксклюзивном доступе. Если у вас нет этих денег или нет возможности, боже мой, не пишите, пожалуйста, мне, что вы хотели бы, но не можете. Я знаю, что вы не можете. Я же эзотерик. Я все знаю. Я знаю, что не все могут. Поэтому для вас есть лайк или поделиться моими видео с друзьями, правда? Или ответить на чей-то другой комментарий. Таким образом вы разговариваете с друг другом, и мои видео идут вверх. То есть их рейтинг увеличивается. Вы можете массу бесплатными путями продвигать мой канал и таким образом быть благодарны мне. Так что не стесняйтесь делать другие ходы, ведь донат – это не единственный путь. Всех вас люблю и увижу вас на следующих видео. Всем любви, счастья, много денег. Пока!